Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 декабря. Давайте узнаем, каковы события в ближайшее время, в ближайшем будущем и чего ждать от второй декады последнего месяца уходящего года. Что нам скажут о вас и для вас карты? И будет не лишним добавить, что мы должны быть несколько готовы к контрастной информации. К примеру, в районе 12 числа, 12 декабря, нам может показаться, что какая-то история становится на паузу. Или что-то не может быть осуществлено. Однако, совершенно противоположная к нам может прийти информация уже ближе в районе 21 декабря. К этому нужно быть готовым. И может быть это как что-то итоговое или итоговый документ. Может быть это и касается вашей работы или каких-то ваших целей, намерений. Вот еще условно закрытый путь где-то в начале декады, а в районе 21-го, повторяюсь, это уже какое-то окончательное решение. И дело в том, что те процессы, которые были запущены ранее, они продолжают развиваться, но несколько сами по себе. Люди тоже могут менять свое мнение. Они нам могут сказать «да», а про себя думать «возможно». Или нам скажут «может быть, я подумаю», а по сути они готовы сказать «нет». То есть они меняют быстро свое мнение, но и вы-то тоже можете изменить свое мнение, потому что сейчас каждый на своей волне немножко. Ретро-уран в Тельце – это вопросы нашего благополучия, тем более конец года. Мы все заняты своим благополучием, мои дорогие. Но, может быть, и есть какие-то договоренности, которые, знаете, придется корректировать. Итак, давайте узнаем. Первая колода – 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Достанем с вами 3 карты, как 3 знака судьбы, потоковая информация, что нужно знать, важно услышать. Второй знак судьбы для вас. Или что о вас, как нам говорят карты, и это будет сфера жизни, в которой вам доведется принимать важные решения. На колоде Таро зададим вопрос, что желает войти в вашу жизнь, но вы пока не видите. Пока скрыто, но тем не менее это будет продолжено. И следующая карта, на пороге каких событий вы стоите с 10 по 20 декабря. И что прояснится для вас, мои дорогие скорпионы, с 10 по 20 декабря. По основным сферам жизни. Личная жизнь, любовь и взаимоотношения в целом. Чего ждать? Что ждет вас в сфере финансов? И что ждет в сфере планов, важных встреч, каких-то документов, согласований, или у кого-то учеба, а у кого-то банальная работа. Итак, первый знак судьбы. Синхронные ныряльщики. И вот дверь у нас, она закрыта пока на дне бассейна и откроется от именно синхронности. С кем-то вам придется договариваться, это точно. Вот такой знак судьбы. И чем лучше договоритесь, тем больше денег, может быть, будет. Или решится какой-то вопрос для вас в плюс. Или это само по себе взаимодействие, которое, ну, пока и денег как таковых нет, но это какая-то перспектива. Потому что мелкая карта. Перспектива, которую, ну, если мы так поразмышляем, холодным таким, более умом, да, или критическим мышлением, мы понимаем, что нет. Вот есть какие-то контакты и связи, которые нужно продолжать. И держать баланс с конкретным либо человеком, либо сохранять, может быть, даже саму по себе работу. Ну, мы ведь все разные, да, у кого-то есть одна работа, а есть дополнительные источники дохода, может быть, и пассивный доход, и планы, понятно, у каждого свои, у кого-то планы вообще то, что было, может быть, дополнительным источником дохода, перевести в основной, ну или тут плюс-минус, но пока мы все точно сохраняем. Вот такой знак судьбы. Ну, нечего добавить. Карта мага, я часто говорю, это про скорпионов. Хоть и в колоде Таро иногда это близнецы, Меркурий, знаки прописаны, но это вы, мои дорогие, умеете видеть то, что именно скрыто. Да, может быть, если мы говорим об аркане маг, это умение быстро перестроиться. Может быть, вот вы будете как раз перестраиваться. Я такого не исключаю, потому что вы уже
себе, к примеру, наметили какой-то план, а тут обстоятельства дел или какой-то информации, или пока не получили документ, например, да, вот это то, что я говорила. И я должна сказать, что, скорее всего, у вас получится что-то осуществить, а ретро-уран будет не лишним добавить. Он у нас не заканчивается с декабрем. Хотя мы-то больше настроены вот именно до конца года что-то завершить. Примите во внимание, что некоторые вопросы могут плавно перетекать на январь. Потому что ретро-уран, а это всегда какое-то дежавю, это мы переделываем, как-то переиначиваем, реконструируем все то, что с приставкой «пере» до 4 февраля вот 26 года. Но перестраиваться придется. Маг– великий практик. Может быть, и придется в каких-то сложных ситуациях договариваться. Маг– великий манипулятор. Но и это тоже вам нужно принять во внимание, что вы можете с такими людьми столкнуться. Поэтому, видимо, ну и вам вот в таких неоднозначных энергиях назовем, необходимо быть. Но это время вашей силы. Пусть даже какие-то вопросы вы с ним вот как по двойке пентаклей определились, но теперь вы понимаете, что нет, вот я сейчас что-то продолжу. Поэтому не бойтесь быть гибче и где-то корректировать, может быть, и несколько раз за этот период с 10 по 20 свои планы. Вот такой знак судьбы. А потому что вот посмотрите, не должна быть какая-то клетка. Во-первых, нам словно выйти отсюда нужно. И вот эти две птицы– это два ворона, это символ мудрости. Словно они уже ожидают, когда поменяются местами с этим человеком, которому явно неудобно там сидеть. Вот, может быть, и вам уже в некотором контексте ваше прежнее положение. Или у кого-то буквально, может быть, это связано с перемещениями, переездом. Оно вот именно неудобно. И нет закрытых дверей. Нужно выходить как будто, а мы все чего-то ждем. Вот тут, наверное, надо перевести вам ожидание в какое-то сбалансированное действие. Пусть это в виде разговоров или каких-то важных контрактов. Пусть это будет, мои дорогие скорпионы, на время, но как будто все-таки из этой клетки пора выходить. Ведь это часто девятка мечей, карта искаженного восприятия. Мы что-то воспринимали одним образом, а тут мы понимаем, что да нет, реальность другая. Вот будьте магами и волшебниками собственной жизни. И есть все-таки, видимо, какая-то составляющая, которая помимо того, что она нам нравится, не нравится, она присутствует в нашей реальной жизни. И нам нужно самих себя словно уговорить или перестроить на тот лад, который есть вот буквально прямо сейчас. Может быть, мы потом и еще 150 раз изменимся. Ну, к этому как будто без этого не пойдет на лад дело. Иначе мы себя рискуем, если будем настаивать на своем или использовать прежние методы. Мы можем оказаться в этой клетке. Хотя от того, как ты договоришься, Скорпион, все двери перед тобой откроются. Поэтому, правда, будьте магами и волшебниками. Ресурсы у вас для этого есть. Скорпиону только стоит захотеть, и все получится. А если не получается, как-то вы не так хотите. Или не настолько вы уже откровенно хотите, чтобы готовы были использовать вот эти все стихии, что в руках мага, а с какими-то условностями. Ну, может быть, вам эти условности тоже придется где-то видоизменять. Давайте узнаем, что желает войти в вашу жизнь, а вы пока не видите. Вот это да. Маг. Редко такое бывает. Конечно, карта будет говорить, что есть и человек. Вот, как я говорила, вы можете столкнуться. Ну, так и ваша-то сила возрастает. Может быть, вам придется какие-то сложные вопросы договариваться, подписывать важные документы и все продумывать. Что-то просчитывать точно придется. Анализировать вам это придется. Причем так вот, сам на сам, как мы в Беларуси говорим, сам себе, да, вот, никому не говоря. Тут не важно мнение постороннего. Сколько людей говорят, столько и мнения. Тут нужно именно самому как бы, может быть, где-то и примерить на себя один вариант, второй, да, просчитать, составить тезис-план, может быть, даже за и против в этом тезис-плане. Но это точно, тут есть какая-то очень важная тема. И тем не менее, от того, как произойдет договоренность или синхронность, двери любые откроются.
Даже дверь на дне бассейна. Ну вот представьте себе. Нет ничего невозможного. На пороге каких событий вы стоите? Тут самое главное событие, когда, ну, вы знаете, наверное, мы говорим, момент перехода. Это когда прошлое завершилось, а будущее, оно еще не отстроено. Еще оно не легло в какую-то цепочку последовательности событий. И нам сложно сделать какой-то выбор. Но вас уже нет в прошлом. Карта о чем говорит? Что это раньше было как очень сильное либо разочарование, может быть, и касалось работы, у кого-то и личной жизни. Тройка мечей. Всегда как разбитое сердце, израненное сердце. Это у кого-то сродни с предательством, может быть, связано. Или с как когда вас кто-то подвел, или какая-то была патовая, совершенно необъяснимая ситуация, пусть это даже касается работы. Но в отношении вас это было как-то несправедливо, потому что мы именно переживаем, или мы вынуждены были какое-то время себя словно собирать из руин, из щебня, пока мы начнем вообще что-то замечать и мыслить более позитивно. Потому что этот сложный период – это как бесконечный дождь за окном. И вот эта комната, мои дорогие, темная, такая мрачная, непонятный топчан, да, измятая постель, исписанный дневник, разлитые чернила, но вас там нет. Эта карта очень хорошо передает смысл вообще, в принципе, тройки, как карта будущего. То есть вы сейчас находитесь именно в том моменте перехода, когда вы уже вышли. Прошлое вы уже в прошлом оставили. Более того, вот как аффирмация, да, сердце, макет и 3 меча, как 3 жирных точки. Вы такую аффирмацию для себя самого или самой, может быть, мысленно провели. Вы точно к прошлое не хотите возвращаться. Но пока еще непонятно, как действовать. И вот какие же события вас ожидают. Но тут увязка идет именно с каким-то прежним периодом. На пороге каких событий вы стоите. Да вот вам нужно именно рассмотреть какой-то альтернативный вариант. Четверка кубков – это когда ничего не происходит. Слушайте интуицию. Вы знаете, вам как будто нужно что-то соединить. Почему так говорю? Потому что по аркану Луна, тут ну, такая карта, она в этой колоде немножко не так, как в традиционных, да, в традиционных колодах там наглядно 2 башни, и возле одной башни волк воет, а возле второй шакал. И вот нам ни в одну башню, ни во вторую башню. Нам и не к волкам, нам и не к шакалам. И часто вот эта полоска лунного света, как по водной глади, да, но тут у нас дорожка. Так вот нам нужно пройти между волками, шакалами и между этими башнями. Нам и не туда, и не туда. Время себя сохранять. Время слушать свою интуицию. И интуиция – это не глубокие, да, вот эти философские размышления, самокопания, из-за которых мы можем, кстати, застрять в этой клетке. Или вот как этот милый котик, который смотрит в пруд и думает: боже, какой ужас, целая пума. И нет, тут вот нужно видеть вещи такими, какие они есть, несмотря на то, что вам, мои дорогие скорпионы, какой-то путь, как вот, по крайней мере, в эти дни, может казаться, как я иду без компаса, без карты и в сумерках. Иду на ощупь. Но сохранять баланс-то нужно, понимаете? И я должна сказать, если вы случайно оказываетесь в толпе, помните, вам в другую сторону, вам ни в одну из этих башен. Или если вы оказываетесь в коллективе на работе. В коллективе тоже бывают какие-то непонятные коалиции. Одни к одному призывают, другие к другому. Вот вам и ни к одному, и ни к другому. Вам себя сохранять, вам где-то между. И карта ведь тоже говорит: выглянет солнце, и все станет на свои места. Здесь именно на уровне интуиции, но доверяя себе. 2 карты мага, и о чем-то же это говорит. А ваша чуйка, мои дорогие любимые скорпионы, это что-то нужное, очень. Вы должны пользоваться, видимо, особенно с 10 по 20. То, чем вас наделила природа. И не переводить это в какую-то, ну, как размышлизмы, да, или вот эта философия, которая вас словно держит потом в тисках, а просто допустить, что скоро что-то будет меняться. И сейчас темновато, но завтра будет ясней.
Девятка кубков, карта эгоиста. Конечно, карта финансового благополучия, мои дорогие. Может быть, двойка пентаклей говорит, что надо договориться буквально из-за денег и решить какой-то финансовый вопрос, спор, у кого что. Но эгоизм с хорошим подтекстом, мы говорим, когда сохранять себя надо и все то, что вы имеете. Но, знаете, тут ведь магом почему нужно быть? С учетом карты эгоиста. Мы ведь ничего не хотим по этой карте. Нам никто не нужен. Вот такой дзен. Да, какая-то нирвана у каждого своя. Мне вот сейчас хорошо. И оставлю я это все сложное. Надоели мне все. И вообще я видеть никого не хочу. Может давать с учетом всего вот этого карта такое настроение. И дай бог, паркану Луна со знаком плюс, она может говорить, что есть один человек, который для вас важен. Может быть, это у кого-то семья, а у кого-то нет еще семьи. Ну, просто это ну, как какие-то отношения, когда вы еще тоже выводов каких-то не сделали. Ну, у кого семья, тут, значит, семейные какие-то темы такие больше именно внутри вашей семьи. Но вы-то первую скрипку все равно играете. Ну, вот поэтому с этим, да, чувством самодостаточности, шикарное же чувство, верно? Но не переусердствовать, чтобы оно не перешло, ну, как давайте я скажу так, обтекаемо. Не давите на кого-то своим авторитетом. Я такое знаю. Вы можете, но вы можете точно так же, улыбнувшись, глядя человеку в глаза, нейтрализовать абсолютно другую, как бы создать обстановку вокруг себя. И даже если у кого-то есть конфликт, свести его к нулю. Главное захотеть, и нет ничего невозможного. Так что ж там прояснится? Но отшельник– это тот, который идет сам по себе. Это не одинокий человек, это человек-одиночка, мои дорогие. И где-то вот я то, что сейчас сказала, примите это к сведению. Поэтому я, кстати, могу допустить, что вот что прояснится. Какие-то вопросы по части вашего, конечно, одиночества могут проясниться. Но я имею в виду это для тех, кто вот один. И очень даже хорошо себя чувствует. Я такое вполне могу допустить. Почему вы можете хорошо чувствовать? А потому что по этой карте никто не мешает. Вот никто не мешает. Никто не давит на психику. Никто не говорит, делай так, не делай эдак. Это все очень подкупает. И вот эта самодостаточность на своей волне, это когда мы тоже прессинга какого-то не испытываем. У кого-то из вас выбор будет, правда? Или вместе, или все-таки нет. У кого-то это будет касаться работы. Или вот, да, откуда к вам приходят деньги. Или работа в команде, или работа на самого себя. Или в одном коллективе, или, может быть, в другом коллективе. Или на одной должности, или на другой. Но все-таки ведь отшельник– это жизненный путь, который все равно идет одной дорогой. Но у вас есть возможность соединить и возвышенное, и земное, мои дорогие. Ведь это возвышенное. Старшие арканы такие серьезные. Маг, я должна сказать, он ведь тоже одиночка. Иногда я в своих видео даю, ну, это мое личное пожелание, есть такое роман, дилогия Всеволода Соловьева «Великий Розенкрейцер и волхвы». Главный герой Захарий Фовинов. Становление мага и путь мага, мои дорогие. Вот если где-то перекликается вот мои последние сказанные мной слова по поводу, когда вы один, одиночка, да, и в принципе вот это состояние, которое оно затягивает, потому что и в хорошем смысле, потому что мы более ресурсны, мы имеем меньше обязательств, значит, мы более легкие на подъем. Но вот прочитайте, может быть, этот роман. Во-первых, вам он поможет, на мой взгляд, он великолепно написан, он вам поможет понять себя лучше. И что такое вопросы самореализации, да? Даже если мы где-то перекликаемся с тем, что непознанное, непринятое, да, ну вот как Розенкрейцер. И в то же время вопросы любви, пары. Что такое, в принципе, любовные отношения, искренние, доверительные отношения. Чтобы, может быть, соединить в себе на первый взгляд несоединимое,
Я думаю, вот этот вот роман очень мудро написан. Прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Идем вперед. Ну, правда, что-то задумал Скорпион. Паш Пентакли, не про любовь. Хотя я допускаю, у кого-то вопросы, связанные с детьми, и от ребенка, даже взрослого, придет какое-то предложение, ну, не предложение, новость, что он там что-то переиграл, передумал, переиначил. Ретро-уран, опять же, с приставкой «пере». Или, может быть, едет, или какая-то встреча. Здесь у нас карта. Но вы точно так же можете куда-то спонтанно отправиться. Желание путешествовать, перемещаться. Это, кстати, идет по карте мага. Он решил, собрался, подпоясался, пошел. Ему не нужно куда-то долго собираться. У кого-то из вас работа на дому, работа из любой точки мира. Может быть, в центре ваших и интересов, внимания, и поэтому договариваться Скорпион будет готов только на тот процент, когда ему это интересно. Или просит его душа. Вот такое. Две карты мага. Конечно, карта будет говорить еще и о том, что может быть, это какие-то новые отношения или новый человек. Допускаю знакомства вполне. Причем, когда вы занимаетесь делами или работой, или какой-то ищете информацию, ну, неважно чем, то есть вы меньше всего думаете про какую-то любовь. И вы можете познакомиться, или могли недавно познакомиться с человеком, и он вам интересен. Может быть, человек намного младше вас. Но тут явно какая-то перезагрузка, может быть, и по части личной жизни какой-то, да, смотрите, два пажа. Здесь по части личной жизни два каких-то, ну, две новости, две информации или ваших два решения. Такое вполне вероятно. Но по пажу мечей мы меняем направление. Вот, а направление, судя по всему, как бы вы задумаетесь. Да, тройка жезлов, карта будущего. Как будто уже нужно в это будущее устремиться. Но мы тут обдумываем. Вы куда-то и не торопитесь, вас что-то интересует, но вы и не спешите. Мы как останавливаемся на полдороги, на короткий период времени. Это не для того, чтобы расслабиться и ничего не делать. Аналитика идет по этой карте, когда мы подводим итоги и четко определяем, что мы с собой готовы взять в будущее. Наверное, у каждого по-своему, мои дорогие. Ну, есть тут не просто что-то про любовь, нет, как будто для вас важно не совсем про чувства. Ну, для тех, у кого не совпадает, ну что ж, так тоже бывает. Но ни одной карты именно про любовь нет. Может быть, вы какие-то отношения и хотите перевести в будущее с учетом тройки жезлов или продолжить. Но есть и ваша концепция. И даже если вы человек семейный, мои дорогие скорпионы, но все равно вот ваш авторитет такой двойной, усиленный. Вы, может быть, чувствуете собственную силу и понимаете, словно ваше время пришло, пора. И поэтому, может, это вот какая-то тема, идея, задумка, творчество, вдохновение. У кого что, это может быть основным приоритетом, через который вы будете договариваться. Деньги. У кого-то изменения ситуации именно по финансам заставляют вас кардинально перестроиться, рассмотреть новые способы взаимодействия, новые системы взаиморасчетов, может быть, быстро что-то переиграть, переиначить или даже изучить, или куда-то срочно отправиться. Тут, правда, ломка какого-то шаблона идет по части именно денег или заработка. Давайте я узнаю. Вообще это ведь всегда башня — это как какая-то система, и от попадания молнии эта башня рушится. И не будет так, как прежде. Но мы где-то все ожидаем, что эпоха цифровых технологий, значит, и новые системы взаиморасчета будут. Что для скорпионов, чего ждать в финансах? Ага. А для кого-то из вас, знаете как? Сложно, может быть, даже подумать, потому что двойка кубков, да, договариваться приходится. Сложно договариваться с каким-то человеком, допустим, если вопрос идет по поводу конкретно финансов. Может быть, это бизнес-партнерство или пусть это ваш руководитель, и вам нужно провести какой-то важный диалог. Тогда дипломатия, двойка кубков — это дипломатия в квадрате. То есть вам она будет помогать выстроить какую-то правильную
ну, фарватер ваших отношений, взаимопонимания. Да, тут есть возможности. Карта говорит, что только стоит захотеть, да. И вот если дипломатию вы по максимуму проявите, еще и улыбнетесь, глядя человеку в глаза, у вас взгляд магический, мои дорогие. Многие могут этого не знать. Но тем не менее, тут даже с какой-то патовой ситуацией дипломатия вам помогает. Хотя я не исключаю, что кто-то из вас, может быть, да, допустим, вы были один или одна, а вот теперь вопросы пары, и вам нужно просчитать тоже по финансам. Одно дело, когда сам себе командир и начальник, а другое дело, тут как-то надвое надо разделить ваш доход. И для вас это тоже может как-то, ну, не все нравится, и придется как-то договариваться. Что ждет? Ну, карта, вот посмотрите, ваша, по сути дела. Король кубков где-то единственный персонаж колоде, который по энергетике отчасти похож на карту мага. Но только отчасти. Он умеет быстро переключаться, если маг 4 стихии, 2 стихии, вопросы чувств и материального благополучия. Поэтому как олицетворение благополучия, вот этот отрезок суши, на котором всегда восседает или на троне, то есть на какой-то тверди, да, находится король кубков. Но в то же время есть и то, что нас вдохновляет, приятные чувства, любовь. Мы это тоже не исключаем. Где-то карта дает совет. Тебе придется, Скорпион, ну, где-то так прагматично посчитать что-то, проанализировать, и ты сюда не добавляй эмоций. И точно так же в вопросах чувств. Не добавляй вот эту сухую прагматику. Ну, где-то, когда мы становимся где-то и предвзятыми, или когда мы не способны ни дарить, ни принимать любовь, мы сводим к какому-то жесткому материализму. Может быть, для кого-то этот баланс, вот как раз и дипломатия, будут состоять между этими двумя сферами. Ваши достижения. На всякий случай будьте вы хитрее. Да, люди хитрят, но и, может быть, и у вас, и в вашей сфере интересов по-другому не получится. Как-то бы всегда семерка мечей говорит, что ты столкнешься с теми, кто тебе не скажет всю правду. Но есть по этой карте забрать свое. И это не совсем вот как этот человек, который явно крадется, когда темновато, да? И забирает вот эти 5 мечей. И мы же ведь не знаем. Может быть, ему их не отдали. И, может быть, вот обычным каким-то традиционным способом не получилось это осуществить. А альтернативный вариант, он, ну или как-то его можно применить или просчитать. Обратите внимание, почему вот такое выражение по семерке мечей «забрать свое» присутствует. Потому что обычно 5 мечей человек забирает, а 2 оставляет. Как будто это не мое, мне не принадлежало и не принадлежит. И мне оно не нужно. Вот какой-то есть вопрос, который вам нужно, ну и по совести, по уму, может быть, и по закону, и по реальности решить. Тут и себя нельзя обидеть, но и нельзя себя подвергать риску. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои статьи. У меня есть такая статья «Коридоры возможностей» или «Херон в Овне. Выход из повторяющегося сценария». И я думаю, подсказок, а вы люди интуитивные, явно будет больше, особенно если есть какая-то действительно ситуация неоднозначная. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.